so I'm going to demonstrate the glue model. So also under accessories in the left-hand menu, you can click on the glue coefficient estimator. Так, значит, начинаем с основной оболочки DSAT. Выбираем в меню дополнительных функций, то есть аксессуаров, да, по-английски accessories, glue coefficient estimator. You can click on that. It opens glue select. То есть это, опять же, инструмент по оценке, по расчету коэффициентов. Появляется вот такое, извините, окошко. Sorry. So the first time you open this, you're going to see a message that you need to set up your glue batch file. Basically, what it's doing is finding the R language program. То есть при первом открытии приложения Glue появляется вот такое окошко, и программа в целом просит вас настроить какой-то командный файл. То есть это основной первый файл, где будут стоять ваши настройки. So, could you please open the file in main menu to see if the R option is active? Enable? I'm sorry, I didn't understand. In file, in main menu, Sure. file. Okay, run R is active, so it found R. Okay, I didn't know that. Вот видите, сейчас я нажала кнопку «Файл», и у меня появилась функция «Run R», то есть включить язык R. So if you don't see this, or if it's gray, then you need to set up your glue batch file. Если у вас вот эта кнопка не отображается в выпадающем меню под словом «файл», то вам нужно поработать еще с вот этим пакетным командным файлом glue, с batch-файлом. So before you can run glue, you must have R installed on your computer. То есть перед тем, как вообще запустить приложение Glue, вам нужно, чтобы на вашем компьютере был установлен язык программирования R. Occasionally, some people, even if they have R installed on their computer, Glue cannot find it. And so in that case, please ask Vakhtang to help you fix this batch file. В некоторых случаях, даже если язык установлен уже на вашем компьютере, почему-то Glue не может его найти. И если у вас такие проблемы возникнут, то можете обратиться к Вахтангу, он вам поможет настроить ваш командный файл. Okay, and once you get the batch file set up, you're ready to go. You can run Glue. You shouldn't have to do that part again. Ну, а после уже того, как ваш командный файл настроен, вам каждый раз не нужно делать, только один раз делается, и вы уже сможете полноценно пользоваться приложением Glue. Okay, so my glue select is set up. I'm going to start. У меня все настроено, поэтому я сразу начну работу. Okay, and I'm going to use the same experiment that we used in sensitivity analysis. So I browse to wheat. Я буду использовать тот же самый эксперимент, который мы использовали, когда вот смотрели, как работает приложение по анализу чувствительности. То есть выбираю пшеницу и культуру по умолчанию, наш default. Не культуру, сорт. Right, so I'm going to choose the default cultivar, which is the cultivar that was used in that Almaty experiment. То есть это сорт, который мы использовали в нашем вот том условном алматинском эксперименте. When I click go, what glue select does is it finds every file X that uses that default cultivar. После того, как я нажимаю Go, то есть подтверждаю, да, что нужно это сделать, программа что делает? Она ищет все файлы X, в которых содержатся данные по этому сорту. And so what you see here are all these file X's that we created in this course. This was the potential production, the water limited, nitrogen limited, and this is the one we want.
И мы здесь видим все те эксперименты, которые мы создали в ходе наших вебинаров, наших семинаров. То есть вот там у нас был эксперимент с ограниченной доступностью воды, там по азоту и так далее, по производительности у нас было занятие. Но нас интересует вот этот файл. The reason I'm picking this particular experiment is because this is the only one that we created experimental data for. So we have the file A to go with this experiment. Почему я выбрал именно этот файл? Потому что только для него мы создали файл А с экспериментальными, то есть с наблюденными данными. So Glue only uses file A. We also have a file T for this experiment, but Glue uses file A. У нас по этому эксперименту также есть файл T или файл T по-английски, но для Glue, то есть Glue работает только с файлами A. So again, we want to use as stress-free experiments as we can find. And if you recall, if you remember, the last treatments, 4, 5, and 6, were the ones that had the least amount of stress. So I'm going to choose those 3 treatments to use in this calibration. И мы должны использовать, как вы помните, для настройки, для калибровки наших коэффициентов, мы должны использовать наименее стрессовые условия роста культур. И если вы помните по этому эксперименту, у нас вот как раз последние 3 опыта, это у нас, значит, орошение 60 килограмм азотных удобрений внесение, с орошением 120 килограмм и багарное с 120 килограммами азота, это у нас были опыты с наименее стрессовой средой. Let me click go and back up anything I had. Нажимаем Go, то есть... Okay, so this is now the window. Sorry, Sergey. No, it's okay. Sure. This is now the window where we run Glue for the selections that we made in the previous window. Вот таким образом выглядит окошко для запуска, для прогона модели по заданным опытам. So to begin with, we always want to start with a very low number of simulations just to make sure that Glue will run. Для начала нам не требуется много прогонов, с какого-то минимального количества можем начать, потому что нам нужно просто проверить вообще, все нормально, там, может быть, какие-то ошибки выскочат, то есть работает Glue или нет вообще. But this is where you would change it to 10,000 runs if you have tested it and you're sure it's ready to run. This is where you set that number of runs to get your true calibration. Но если вы уже все проверили, вы видите, что ваш Glue Select работает хорошо, тогда уже, как говорилось ранее, нам нужно сделать минимум 10 тысяч прогонов, если наша цель – это реальная калибровка значений коэффициентов. That takes a very long time. I'm going to go back to 10 just to demonstrate. 10 тысяч прогонов займет очень много времени, поэтому я снижу их количество до 10. We also have the choice to look at only phenology or only growth or all parameters. Мы также можем выбрать, на какие параметры, да, то есть какие параметры будут анализироваться, либо только фенология, либо только что касается роста, либо и те, и другие. And I'm going to select all parameters. Я выбираю все параметры. And if you've changed anything, you want to click the update. Если вы все задали, то есть поменяли все, как вам нужно, тогда можно нажать кнопку «Обновить». And now I'm going to run Glue. И сейчас запускаем Glue. At this point, if you hear a lot of beeps from your computer, there's something wrong. Если вы вот на этом этапе услышите такие пиканья, ваш компьютер начнет пикать, значит, что-то пошло не так. Mine seems to be running okay. I don't hear anything beeping, so I'm going to wait until it finishes running. Я не слышу никаких таких сигналов, и, наверное, это означает, что все нормально. Glue работает без ошибок.
So this is running the 3 treatments. Each one is run for 10 parameter sets for phenology and another 10 parameter sets for growth. So that's why it took a little bit of time. Почему все-таки это заняло определенное время? Потому что у нас, вы помните, да, 3 эксперимента, то есть 3, не эксперимента, а опыта. Да? 3 опыта, и у нас потом 10 фенологических параметров и 10 параметров роста. То есть по каждому из них было программа выполнила 10 прогонов. Okay, and it tells me my simulations are complete. And I see now that I have some glue outputs. Вот у меня какие-то результаты появились. То есть программа предлагает, говорит, что эти результаты доступны для просмотра. So if we click on the cultivar coefficients, it brings Давайте up... посмотрим на наши коэффициенты по сорту, по нашему. So that brings up a new calibrated coefficient. So this is the optimized coefficients that glue calculated. И мы здесь видим уже значения коэффициентов, которые были оптимизированы приложением Glue. Now we only ran 10 parameter sets, so we cannot trust these numbers. Но, как вы помните, у нас было всего лишь 10 прогонов, 10 циклов, поэтому этим данным мы доверять не можем. But if I had run a full 2000, I would be able to copy this line directly into my cultivar file. Но если бы, например, я сделала хотя бы 2000 прогонов, то я бы просто могла эту строку скопировать в свой файл по сорту. Okay, and there are other things to see. We can see the development. So this is the phenology parameters, the optimization. Мы также можем просмотреть наши данные фенологические. It shows us that for the phenology parameters, when it's optimizing those 3 parameters, it holds the growth parameters constant and varies only these 3 parameters when it goes through that phenology phase. И мы видим из этой таблицы что? Что программа, значит, оставляет параметры, касающиеся роста, неизменными. Вот это последние 4 колонки у нас, которые я выделила. И меняет, то есть настраивает, да, рассчитывает только значения коэффициентов фенологических. It gives us a mean and a standard deviation for each of those parameters, but the maximum probability is based on the entire parameter set, not just each individual parameter. Значит, мы видим здесь среднее значение, да, мы видим стандартную погрешность вот, по каждому из коэффициентов, и также значение с максимальной вероятностью. То есть эти вот значения получены при анализе всего комплекса данных. And so therefore, even when you run many simulations, the maximum probability parameter will not be the same as the mean value. И то есть вне зависимости от того, сколько прогонов вы делаете, вот это вот значение максимально вероятное значение, оно будет отличаться от среднего. Okay, and we have a similar analysis for the growth and yield. And in this case, it takes the maximum probability for the phenology and sets those constant. Okay, so that's the 8.704, 66.6, 584. So those remain constant, and then the growth parameters are optimized. Ну, здесь у нас обратная ситуация мы видим, то есть у нас значения коэффициентов фенологических, они остаются неизменными, то есть используются значения максимальной вероятности и уже настраиваются значения коэффициентов по параметрам роста. Okay, but what you really need from this is the optimized cultivar coefficients, which is this one. Но самое главное,
что мы можем использовать в своей работе, что мы хотим получить, это вот этот файл, то есть оптимизированные значения коэффициентов по сорту. Okay, so I have some analyses that show the variation as you go through number of simulations. Maybe, I don't know if we have time for that, Garrett. No, but one thing I do want you to show how to copy this back to the cultivar file. Okay, all right, okay. Так, а сейчас я покажу, как вот это все скопировать в наш файл с данными по сорту. Okay, so what we want is to be able to take that optimized cultivar and put it back into our series week cultivar file. So again, I'm going to go to the DSAT shell. Возвращаемся в основную оболочку DSAT. And I'm going to go through data, genetics, cereals, wheat, and choose the series week cultivar, right click and view. Выбираем данные, выбираем генетическую информацию, зерновые культуры и пшеницу, открываем необходимый файл в блокноте. Okay, so again, this is similar to what we did before where we created the carrot test cultivar. I'm going to copy from glue, from the glue output and directly into this file. И, в общем-то, это мы уже примерно проделывали эту же работу, когда вот мы задавали новый сорт, да, изменяли значение коэффициентов. Мы сейчас просто из glue берем всю эту строку, копируем ее и вставляем в наш файл с данными по сорту, по этому нашему сорту по умолчанию. Вот я здесь изменяю его название, чтобы мы знали, что это у нас такое, то есть glue, и у нас 10 прогонов было, или 10 циклов. Okay, so now I've got the parameters that came directly from the glue estimation in my cultivar file, and it's formatted directly to be copied as is. И вы видите, что формат данных соответствует тому формату, который необходим для копирования этих данных в файл. I changed the name, so I have a unique cultivar ID, and I changed the description of that cultivar. Я, видите, изменил немножко название, да? And everything else came from glue. А все остальные вот эти данные, это все сделал glue. And I can save the file, and that is now a cultivar I can use with my experiment. И я могу сохранить этот файл и уже его использовать при моделировании этого сорта. So do we want to show Yeah, that selection in XBuild or? Sensitivity analysis. Okay, okay. All right, so let's run a sensitivity analysis with my new cultivar, which I don't trust at all because I only use 10 runs. Так, ну давайте посмотрим, как поведет себя с нашим новым вот этим оптимизированным сортом приложение по анализу чувствительности, хотя я еще раз скажу, что я этим значениям совершенно не доверяю, они далеки от правильных, потому что мы сделали только 10 циклов, то есть 10 прогонов при проверке. Okay, so back to the DSAT shell. Under the accessories menu, I select sensitivity analysis. Возвращаемся в основную оболочку DSAT, выбираем анализ чувствительности. I'm going to select wheat and the same Выбираем пшеницу. Experiment. Выбираем те же самые вот эти наши один эксперимент, то есть это у нас с поливом и 120 килограмм азота. And I'm going to choose cultivar, and now I want to look at the default, the one I modified manually, сорт, то есть and the сейчас one that будем we estimated with glue. смотреть будем, как сопоставляются, насколько коррелируют данные по нашему сорту по умолчанию. Потом вот мы просто там тоже меняли коэффициенты, это у нас называется correct test. Тестовый сорт. И вот второй, вернее третий, это который у нас нам предложил скорректированные значения коэффициентов glue.
And I click go. Copy experimental data, create experiment. Run the model. Okay, so I will select all of them, and let's again look at the harvest product weight. Опять же смотрим на наш собранный урожай. Okay, our crazy glue with 10 runs looks really bad. Yeah. Ну, вот эти кривая, которая у нас получилась, когда мы с применением коэффициентов, которые нам предложил Glue, она выглядит, конечно, очень нехорошо. Что-то совсем очень сильно не так. I expected that. 10 runs is not enough. It's going to give ridiculous bad results. Но на самом деле этого и можно было ожидать, потому что 10 прогонов для настройки коэффициентов – это очень мало. But hopefully, if we run glue with 10,000 or 15,000 runs, it will come up with a more optimized simulation. Но, как я уже говорил, если мы прогоним Glue, например, 10 тысяч или 15 тысяч раз, то программа даст нам намного более качественно скорректированные значения коэффициентов. Okay, any questions?